Центральные банки всего мира скупают золото рекордными темпами по 81 тонне в месяц, что в 5 раз выше среднеисторического объема. При всем при этом за последнее время золото сильно скорректировалось. Это произошло на фоне того, что выросли геополитические риски, соответственно выросли инфляционные ожидания и, как следствие, вероятность повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. Но инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что золото будет торговаться по $4900 за тройскую унцию к концу 2026 года, что на секундочку на 20% выше текущих уровней. Возникает резонный вопрос, что ждать от золота в ближайшей перспективе, а также то, как лучше его покупать, напрямую или через акции золотодобывающих компаний для того, чтобы получить максимальную доходность. Меня зовут Дмитрий Котегов, я инвестиционный стратег компании Abeta Capital. В рамках сегодняшнего выпуска мы дадим апдейт по золоту, а также обсудим то, как наиболее выгодно купить золото тем, у кого есть прямой доступ к мировым биржам. Поехали! Давайте начнем с главного парадокса. Казалось бы, активная фаза военного конфликта на Ближнем Востоке и рост общемировой геополитической напряженности должны были бы толкать золото вверх. Тем не менее, мы видим обратную картину. С момента начала военного противостояния между США, Израилем и Канадой мы видим, что золото непрерывно корректируется. Почему это происходит? Ответ кроется в жесткой риторике со стороны Федеральной резервной системы США. Ситуация на Ближнем Востоке взвинтила вверх цены на энергоносители. Соответственно, выросли инфляционные ожидания, и как следствие инвесторы осознали, что, вероятно, высокие ставки с нами надолго. И именно это оказывает временное давление на все металлы, включая золото. Но ключевое слово здесь временное. Как только давление со стороны процентных ставок уйдет, золото начнет торговаться в рамках своего фундаментального тренда, который задают игроки совершенно другого уровня. И эти игроки – мировые центральные банки. Именно в этой части рынка золота происходит тектонический сдвиг. Ведь за последние 4 года центральные банки мира в среднем в год покупают около 1000 тонн золота, что в 2 раза выше объемов, которые наблюдались в рамках предыдущего десятилетия. По данным World Gold Council, 89% опрошенных руководителей центральных банков ожидают, что на горизонте 12 месяцев общемировые запасы золота вырастут, а рекордные 45% из них ожидают, что именно они в том числе увеличат собственные запасы золота. Зачем же они это делают? И четкий ответ дает авторитетная организация Official Monetary and Financial Institutions Forum. В рамках их опросов 79% управляющих ожидают, что мир перейдет к многополярной финансовой системе. 51% из них дают вполне четкий ответ, что они покупают золото для того, чтобы хеджировать геополитические риски. Причем это на 11% больше, чем в рамках предыдущего опроса. Что интересно, 50% управляющих центральными банками стараются покупать золото у внутренних производителей за национальную валюту, а 38% опрошенных для покупки золота продают другие финансовые активы. А теперь вглядитесь в объемы майских покупок золота. По официальным данным, центральные банки скупили 41 тонну золота за месяц. Ключевыми покупателями были центральные банки Польши, Китая, Казахстана и Узбекистана. Но, по мнению банка Goldman Sachs, с учетом скрытых покупок, общий объем закупок золота составил в мае 81 тонну. И это весьма увесистая величина. Что важно понимать, именно такие существенные покупки создают ценовой пол для золота, который не позволяет ему сильно упасть даже в условиях текущих высоких ставок со стороны ФРС. Итак, чего же ждать от золота дальше? Стоит отметить, что лето традиционно слабый сезон для покупок золота со стороны центральных банков. Но при этом уже начиная с осени мы считаем, что объемы покупок вернутся к плановым 50 тоннам в месяц до конца 2026 года, а в 2027 году этот уровень составит около 40 тонн золота в месяц. Вторым мощным катализатором для роста золота станет возврат к покупкам со стороны инвесторов, которые покупают при более мягкой денежно-кредитной политике. Мы считаем, что это очень вероятно на среднесрочном горизонте. Во-первых, за счет деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. И во-вторых, мы считаем, что со временем к инвесторам придет осознание того, что Кевин Ворш не настолько-то и ястреб, как могло показаться в рамках его первого заседания. Потому что второе его заседание было воспринято иначе, намного более мягко. И мы об этом не раз говорили в наших предыдущих видео. И наконец мы подошли к самому важному вопросу. Как инвестору правильно реализовать эту идею? Давайте разберем конкретные инструменты. Перед тем, как мы перейдем к конкретным тикерам,
Напишите в комментариях, пожалуйста, как именно вы заняли экспозицию на золото. Через физический металл, через ETF или через акции в золотодобывающих компаниях. А также нам крайне важно и интересно узнать, какую долю экспозиция на золото занимает в вашем общем портфеле. Поделитесь этой информацией, мы сравним цифры и подходы. Итак, начнем с наиболее популярного у наиболее тревожных инвесторов способа инвестирования в золото, а именно покупка физических слитков. У этого способа есть как преимущества, так и недостатки. Ключевое преимущество заключается в отсутствии посредников в виде банка, финансовой организации, которая встает посередине между инвестором и золотом. Соответственно, если финансовая система по какой-то причине начнет рушиться, у владельцев физического золота этих рисков не возникает. Но при этом есть важные недостатки. Первый недостаток – это более высокая стоимость сделки и высокая стоимость хранения золота. Второй недостаток – всю эту экспозицию нужно страховать. Третий момент – более высокий спред между покупкой и продажей. И четвертый – это срок реализации сделки. Захотел купить – потрать больше времени. Захотел продать – опять же потрать больше времени. Но я бы отметил один интересный инструмент, который пользуются наши клиенты с некоторыми инвестиционными банками. Изначально они покупают индекс, который называется XAU USD. По сути, это что-то вроде валюты. Но при этом с банком согласованы условия, что в тот момент, когда клиент захочет, он может нажать кнопку и сконвертировать этот индекс XAU USD в физическое золото, которое будет храниться в хранилище банка. И при необходимости инвестор может в любой момент вывести это золото из хранилища банка в свои собственные сейфы. Второй, я бы сказал, наиболее популярный способ, которому в том числе мы отдаем предпочтение, это покупка ETF. Нам нравится ETF GLD-US, это самый крупный ETF с экспозицией на золото. Важно понимать, что все активы ETF обеспечены физическим золотом, и его наличие регулярно аудируется независимыми организациями. Преимущества этого способа очевидны. ETF очень ликвидный, он точно копирует динамику золота, его в любой момент можно купить и продать практически на любые объемы. Комиссии на сделки минимальны, комиссии за то, что ETF управляет этой экспозицией, точно так же минимальны. Третий способ поучаствовать в динамике золота – это покупка акций золотодобывающих компаний. Мы использовали несколько критериев для выбора конкретных инструментов. Вот список этих критериев. Первое – это масштаб бизнеса. Второй момент – это экспозиция чистая на золото с минимальной примесью других металлов. Третий важный момент – это качество активов, как с точки зрения самих месторождений, так и с точки зрения юрисдикций. И четвертый – это дисконт к историческим оценкам. Если ваша цель – переиграть рост стоимости золота, то покупка акций золотодобытчиков может позволить получить такую асимметричную доходность, особенно учитывая то, что некоторые золотодобывающие компании сейчас торгуются с дисконтом к исторической оценке. Первая компания, на которую мы обращаем внимание, называется Barrick Mining. Стоит отметить, что по мультипликатору Enterprise Value, деленное на EBITDA 2027 года, компания торгуется примерно по 4,1. При этом среднеисторический мультипликатор составляет 5,8, то есть дисконт на уровне 30%. Но помимо дисконта у компании есть другие важные катализаторы для роста. Во-первых, менеджмент планирует IPO от 10 до 15% североамериканских активов, включая Nevada Mining и 4 Mile. Также важно понимать, что после запуска всех мощностей проекта 4 Mile добыча золотого эквивалента в компании вырастет на 30%. Также стоит отметить, что компания увеличила дивиденды на 40%, а также объявила программу обратного выкупа акций на $3 миллиарда. Много это или мало $3 миллиарда? Это примерно 5% от рыночной капитализации компании. То есть на самом деле это очень увесистая величина, которая будет поддерживать акции компании. Вторая компания, на которую мы обращаем ваше внимание, это крупнейший золотодобытчик в мире, а именно компания Newmont Corporation. 2026 год для компании переходный. В рамках него она добудет примерно 5,3 миллиона унций золота. Но в последующем объем вырастет до 6 миллионов за счет запуска новых проектов, в которые на сегодняшний день проинвестировано $1,4 миллиарда. Но главная фишка компании заключается в очень большом объеме возврата на капитал. Компания авторизовала байбек и за первые 6 месяцев выкупила собственных акций на $4 миллиарда. А если текущая стоимость золота сохранится, то объем выкупа за 12 месяцев составит $8 миллиардов или 8% от рыночной капитализации компании. Это огромная величина, которая, безусловно, будет поддерживать котировки акций компании. А для тех инвесторов, которые не хотят выбирать конкретные компании для инвестиций, но тем не менее хотят инвестировать в золотодобывающие истории, подходит ETF с тикером GDX. Это отличный ETF с большими активами больше $20 миллиардов.
Но важно понимать, что покупая этот ETF, вы покупаете большую линейку золотодобывающих компаний. Крупнейшие из них это Newmont и Barrick, про которые мы уже сказали. Остальные компании, они меньше по объему и, соответственно, более волатильные. В итоге, покупая ETF GDX, вы получаете более волатильную экспозицию на золото по сравнению с теми двумя компаниями, которые мы обсуждали ранее. Также я бы хотел отдельно подсветить минусы инвестирования в золотодобывающие компании по сравнению с чистым владением золотом. Когда вы покупаете золото, вы следите за тем, что делают центральные банки, за тем, кто покупает золото, кто продает. Когда вы покупаете акции золотодобывающих компаний, помимо того, что я сказал ранее, вам необходимо следить за тем, что происходит в этих компаниях, насколько хорошо они отчитываются, насколько эффективно работают их месторождения. Если затопят одно из месторождений, то акции золотодобывающей компании начнут отставать от динамики золота. Поэтому нужно понимать, что покупая компании, вы еще должны следить за тем, как идут бизнес-процессы в рамках этой компании, как они отчитываются, что делает менеджмент и так далее. То есть у вас потенциально большая доходность, но и большее количество рисков. Друзья, золото, акции золотодобывающих компаний – это очень волатильные активы, и котировки на них меняются каждый день, как и условия, на основании которых мы принимаем те или иные решения. Поэтому всю нашу оперативную аналитику мы физически не можем упаковать в наши еженедельные видео. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, туда мы выкладываем всю нашу свежую аналитику, еженедельные обзоры, а также специально для вас подготовили отдельный пост по золоту, в котором мы осветили наиболее острые вопросы, которые возникают как и у наших клиентов, так и у наших подписчиков. Поэтому переходите по ссылке и скачивайте этот материал. Итак, с точки зрения инструментов, наш выбор это GLD. Самый простой, удобный и дешевый способ занять экспозицию на золото. Для тех, кто хочет поучаствовать в динамике металла с большей амплитудой, хорошо подойдут акции золотодобывающих компаний Newmont, Barrick, либо ETF GDX. За счет байбеков, за счет дивидендов и за счет дисконтов к историческим оценкам эта история также выглядит весьма привлекательно. Золотые слитки подойдут тем, кто опасается того, что мир катится куда-то в бездну и он хочет захеджировать себя от рисков всей финансовой системы. Безусловно, у этого способа есть как преимущества, так и недостатки, но если вы ждете апокалипсиса, этот способ для вас. Так или иначе, самое важное для любого инвестора – это не угадать, где будет золото в конце года, достигнет оно уровня $4900 за тройскую унцию или нет. Самое главное – это сформировать портфель правильным образом, с правильными долями всех активов, секторов, стран, географий и классов. Для того, чтобы ваш портфель был готов к любому сценарию, а самое главное – удовлетворял именно вашим потребностям. Записывайтесь на бесплатную консультацию с нашими аналитиками. Мы проведем глубокий краш-тест вашего портфеля, как он будет реагировать на различные сценарии, используя профессиональные терминалы Bloomberg. Записывайтесь, консультация бесплатная, и она, безусловно, будет для вас полезной.